Искатели, если вы смотрите меня, то вам должно быть нравиться то, что я делаю. Или, что более вероятно, вы любите безумные теории и смелые предположения. И раз уж мы с вами сошлись в этом увлечении, у меня есть для вас выгодное предложение. Предложение, от которого вы не сможете отказаться. Хотите еще больше тематического контента? Хотите иметь возможность связаться со мной напрямую? Хотите почувствовать себя избранными? Присоединяйтесь к нашему ордену теоретиков. Все довольно просто. Переходите по ссылке в описании и вступайте в наше сообщество ВКонтакте. Море теорий и предположений, новости канала и другой различный и интересный контент ждет вас. В свете того, что Капитан Америка в комиксах неоднократно умирал, после чего его место занимали те или иные персонажи, а также того, что контракт Криса Эванса официально подошел к концу и он не собирается его продлевать, не остается сомнений, что рано или поздно нам стоит ожидать представления нового Капитана Америка. Ни для кого не секрет, что фаворитом большинства зрителей на титул нового Капитана Америка является Джеймс Баки Барнс. И для этого есть серьезные основания. Прежде всего, стоит отметить определенный символизм в том, что Джеймс – товарищ Стива Роджерса, а кто, как не лучший друг прошлого Капитана, может унаследовать его титул. Отдельного внимания заслуживают визуальные приемы, которые используются в кинематографе, чтобы подчеркнуть преемственность персонажей. В каждой части первого Мстителя в определенный момент щит из вибраниума попадал в руки Баки, что можно трактовать так, что именно он подхватит символ Капитана Америка. Справедливости ради стоит сказать, что до того момента, когда Джеймса смогут рассматривать в качестве кандидата на титул нового капитана, очень и очень не скоро. На вопрос о том, готов ли он примерить костюм Капитана Америка, Себастьян Стэн ответил, что безусловно готов попробовать себя в слегка новом для него амплуа. Только оговорился при этом, что не уверен в том, что в ближайшее время для его персонажа представится такая возможность, из чего можно понять, что до этого момента придется подождать. Дело в том, что Баки рано или поздно придется предстать перед законом, и несмотря на то, что все убийства, совершенные им, были не по его воле, избежать наказания не получится. Себастьян Стэн на вопрос о том, обсуждалось ли создателями превращение Джеймса в нового Капитана Америка, ответил, что такое событие больше похоже на мечту, то есть авторы, судя по всему, рассматривают такую возможность, но не в ближайшей перспективе. Из чего сперва можно подумать, что Баки ждет заключения в тюрьме Рафт, но очень может быть, что в качестве решения проблемы с контролем супергеройской деятельности правительство создаст подконтрольную себе оперативную группу, состоящую из пойманных суперзлодеев, в состав которой может быть включен и Джеймс. Возможен альтернативный вариант, при котором будет возрожден щит, а Баки придется стать агентом. Не секрет, что агентам довольно часто приходится внедряться в стан врага или сливаться с окружением, чтобы сбить след. Сомневаюсь, что металлическая сверкающая рука поспособствует Баки в этом деле, вследствие чего становится очевидно, что Джеймсу потребуется новый бионический протез, но максимально реалистичный, неотличимый от настоящей человеческой руки. В третьем сезоне сериала «Агенты Щит» Фил Колсон обзавелся бионическим протезом, который по своей реалистичности и качеству исполнения был неотличим от живой руки. Несомненно, что работая на щит, Джеймс может получить аналогичное улучшение, и что не менее важно, новый протез Баки, как и бионическая рука Фила Колсона, может быть оснащен энергетическим щитом, который обладает рядом неопровержимых достоинств. Такой щит не нужно носить с собой, он будет проецироваться из искусственной руки Баки, а его стойкость к повреждениям практически аналогична стойкости щита из вибраниума. Нельзя не отметить, что представление подобных технологий в одном из будущих фильмов может стать дополнительным связующим мостиком, который еще сильнее укрепит взаимосвязь кино и сериальной частей кинематографической вселенной Marvel. Раз мы сошлись на том, что наилучший кандидат на титул нового Капитана Америка это друг и товарищ Стива Роджерса Джеймс Баки Барнс, то возникает справедливый вопрос, чем он в качестве нового капитана будет отличаться от своего предшественника. Себастьян Стэн считает, что Баки Барнс в качестве нового капитана будет более мрачным.
По мнению актера, образ капитана Баки Барнса должен существенно отличаться от образа капитана Стива Роджерса, из чего следует однозначный вывод, что Зимний Капитан может стать глотком свежего воздуха в качестве главного символа Америки. Тем временем, пока мы размышляем о будущем персонажа, есть серьезное основание полагать, что в скором времени мы увидим его прошлое, которое тесно, даже очень тесно, связано с Черной Вдовой. Согласно комиксам, Зимний Солдат был задействован в академии, в которой проходила подготовку Наташа Романов, еще не получившая тогда свое знаменитое прозвище «Черная Вдова». В последующие годы парочка неоднократно работала вместе, вследствие чего у них закрутился любовный роман. Поэтому то, что Наташа обратилась к Баки так, будто они знакомы, наводит на мысли о том, что создатели недалеко ушли от истории из комикс-первоисточника. Что придушишь и даже не вспомнишь. Слова Наташи не единственная деталь, указывающая на ее близость с Баки. Обратите внимание, что среди всего арсенала оружия Мстителей Джеймс выбрал ячейку с оружием, подписанным за Наташей, с которым в дальнейшем Баки не расставался. На предложение Ракеты продать пушку Джеймс решительно ответил отказом. Себастьян Стэн в интервью дал понять, что был бы очень рад, если бы его персонаж был задействован в сольном фильме о Черной Вдове, так как, по мнению актера, это прекрасная возможность исследовать другие грани характера Зимнего Солдата. Если создатели действительно рассматривают такую возможность, то будет невозможно не провести параллель между дуэтом Наташи и Стива и дуэтом Наташи и Джеймса. Но как бы заманчиво все это ни звучало, стоит понимать, что история сконцентрируется на Черной Вдове и ее прошлом, то есть ничто не гарантирует того, что участие Себастьяна Стэна необходимо, а потому его появление может и вовсе свестись до малозначительного камео. На данный момент о сюжете фильма практически ничего не известно, а та информация, которая есть, официально не была подтверждена. Но какие бы творческие решения создатели ни приняли, невозможно спорить с тем фактом, что судьбы Баки и Наташи тесно переплетены, а значит, как и в случае с титулом Капитана Америка, Джеймса рано или поздно ждет встреча с Черной Вдовой, в ходе которой мы можем узнать тайны их совместного прошлого. Тем не менее, любовные отношения не единственное, что связывает Зимнего Солдата и Черную Вдову. За созданием их обоих стоит Гидра. Таким образом, мы подобрались к тому, в каком направлении может начать развиваться история Баки. Означает ли это, что Гидра в очередной раз возродится? Если учесть предположение о том, что щит будет восстановлен, то закономерно, что его антипод, его главный антагонист Гидра, также должна вернуться. Ведь разве не в этом заключается главный ее принцип? Отрубишь одну голову, две другие займут ее место. Раз уж речь зашла о головах Гидры, то нельзя не упомянуть, что один из ее руководителей, которого все считали мертвым, на самом деле оказался жив и, как следует понимать, теперь не скован обязанностями хранителя Камня Души, а значит, волен вернуться. Возвращение Красного Черепа – это наилучший способ возродить Гидру и тем самым заложить основу для фильма о Джеймсе в качестве нового Капитана Америка. Судьба Джеймса, как и Стива, неразрывно связана с Гидрой, но если Стив стал суперсолдатом как мера противодействия Гидре, то Баки был ею создан. История превращения Джеймса в Зимнего Солдата туманна, но ясно одно – Баки, как и Стив, является сверхчеловеком. На это прежде всего указывает то, что он пережил падение со смертельной высоты. Как это возможно? Это было 70 лет назад. Зола. Баки захватили в 43-м, Зола ставил опыты над ним. И поэтому Баки не разбился тогда. Из сцены сражения со Стивом становится понятно, что Зимний Солдат обладает физической силой, не уступающей силе Капитана Америка. Правда заключается в том, что Арним Зола начал проводить эксперименты над Баки после того, как Красный Череп дал ему поручение повысить продуктивность работы пленных. Увеличьте объем на 60% и проследите, чтобы другие наши заводы сделали то же самое. Но эти пленные, я не уверен, что у них хватит сил. Тогда выжмите из них силы до капли, доктор.
Возвращение Красного Черепа в качестве лидера возрожденной Гидры может послужить мотивацией для того, чтобы Баки наконец-то стал новым Капитаном Америка, что в свою очередь вернет нас к сюжетной линии, с которой и началась история Первого Мстителя. Искатели, кого вы бы хотели видеть в качестве нового Капитана? Делитесь своим мнением в комментариях. Я надеюсь, просмотр видео был интересным и выпуск вам пришелся по душе. Тем временем, пока я занимаюсь написанием новых теорий, предлагаю посмотреть мои работы, которые уже вышли. Я уверен, равнодушными вы не останетесь.